Герой этого выпуска – самый известный киборг России Илья Марковский. Он родился без руки, но стал фотографом, блогером и даже основал свою музыкальную группу. И кто тут слабый? Я очень рад тебя видеть. Хочу провести с тобой сегодня день, а может быть и не один, чтобы рассказать людям, что мы, люди с инвалидностью, классные, модные, красивые. Все. Я хочу предложить начать наше утро с поднятия адреналина, скатиться с зиплайна, посмотреть на прекрасную Москву, на спортивную Москву. Но для этого вам нужно оформить билет. Дима, главное, не потеряй потом. А вот я, кстати, когда скатываюсь с подобных штук, и почему я не люблю аттракционы, потому что от адреналина может сократиться мышца, и он выпасть. И это будет самый дорогой выпуск этой программы. Я, на самом деле, немножко Ты мандражируешь? Ну, вот я это слово искал. Пытался его правильно назвать. Это все еще норм. Не норм будет на финише. Это человек, который переплыл Босфор, человек, который ходит на яхтах, человек, который... Да не боюсь, вот и что на карте, ну, конечно, не боюсь. Дима, ну не страшно, ты что? Ты как маленький. 5, 4, 3, 2, 1. Это как? Почему я быстрее? Это нереально классно! Привет! Ну, как тебе? Ну, во-первых, посмотри свою прическу. Вау, это было классно. Прическа была особенно классная в конце. Я аж прослезился. Вот сколько лет ты носишь протез? 4 года. А до этого ты не носил, у тебя ведь... И что поменялось за эти 4 года? Ну, во-первых, я перестал бояться детей. Для меня всегда был большой страх и фобия встречи с детьми, потому что дети, как правило, все, что у них на уме, и они даже спрашивают, например, в таком закрытом помещении, они могут спросить: «Мама, что у дяди с рукой?» — весь голос. И неудобно ни родителям, ни мне. А ты чувствовал какой дискомфорт в этот момент? Ну, конечно, потому что родители не знают, как отвечать ребенку, что у дяди с рукой. И вообще, как бы, ситуация такая, знаешь, ну, конфузная. А мне неудобно, что вообще это заметили и еще озвучили еще так громко и не знаю, на весь лифт. А сейчас, наоборот, когда я вижу ребенка, я прям сам расплываюсь в улыбке. Ну, а вот в целом ты заметил, как общество поменялось? Вот как было? Я столкнулся только с каким-то таким вот непринятием, когда приехал в большой город, Москву. Вот здесь было тяжело, потому что здесь каждый сам за себя, и ты как бельмо на глазу у каждого человека. И здесь были сложности. А сейчас, когда есть классный протез, он выглядит классно, то, конечно же, меняется восприятие людей с инвалидностью, когда они видят, что можно еще и так классно выглядеть. Блин, я тоже хочу себе такую штуку. Расскажи, какие были сложности? Были сложности с работой. Во-первых, меня сразу уволили. Я уже, мне кажется, эту историю миллион раз рассказывал. Но это вообще правда или нет? Что это ты правда. 50 раз? Это было больше, чем 50. Я просто на 50 перестал считать. В какой-то момент психика не выдерживает, и ты понимаешь, что это уже бессмысленно считать, ты до какой-то цифры ты доводишь, думаешь, смысл, там потом будет 60, 70, 100, эта цифра начинает тебя уже пугать. Просто на 50 я сел, начал анализировать. Ну, а кем ты пытался устроиться на работу? Это что, профессии, требующие руки? Или все-таки работу головы? Нет, это работа головой, это был все маркетинг и пиар. Ну, ты переживал, что эти были за чувства? Из самых таких, наверное, сложных моментов было, когда мне пообещали работу
взамен на протезы. То есть меня спросили, есть ли у меня протезы? Сказал, нет, конечно. Вот если у тебя будет, там, не знаю, косметический протез руки, мы тебя возьмем на работу. Вот я-то вернулся в Хабаровск, поработал, не знаю, ночью на звукорежиссером в караоке, чтобы заработать на билет обратно. Приехал, сделал этих 5 косметических протезов, показал тому работодателю. Он поиздевался надо мной, попросил там надеть, спустить рукав, закрыть это все часами. Потом он позвал какую-то свою ассистентку, спросил, что в этом парне не так. Соответственно, я сразу заметил, что у меня что-то с руками не так. Он сказал, сорян, ты классный, но я не могу тебя выпустить внутрь офиса, потому что не хочу отвечать на вопросы сотрудников, почему у тебя нет руки. На самом деле, я знаю историю, связанную с преодолением. Одна из первых твоих серьезных переживаний. Я готовлюсь к программам, я делаю домашнее задание, как говорит одна великая женщина. Что за история с велосипедом и почему ты не умел кататься? Я не умел кататься, и почему-то все внушали мне, что у меня это не получится. И когда все в 6 лет мальчишки во дворе стали кататься на велосипедах, двор опустел, и я остался гулять один. И мне было обидно, почему все катаются, а я остался. И я брал по вечерам школьнику друга и сам пытался научиться самостоятельно на нем кататься. А у тебя был велосипед или не было? Не было. Родители не покупали велосипед со словами, типа, зачем тебе велосипед, если у тебя нет ручки? Почему-то все вокруг думали, что у меня не получится. Но в итоге там с 3-4 попытки я сел, поехал. Я помню, что была ночь, я вот с такими глазами... Чтобы никто не видел? Да, чтобы мне было так позорно и стыдно. Потому что днем велосипед был все время занят. И я забежал... Ну а сейчас, возьми, только я ты забежал держаться, с гигантскими глазами домой, сказал, мама, папа. А ты делаешь хват, чтобы схватить, чтобы держаться? Да. Надежно? Конечно. Ладно. Прокатимся? Поехали. Ты же вообще в регионе рос, как? Я рос в 90-е в Хабаровске, недалеко от меня был Комсомольск на Амуре. Оттуда и пошли все вот эти словечки в гопническом стиле. И почему-то так получилось, что... Смотри, даже медленно хорошо едешь. Да, у меня на районе тебе нужно было ботать по фене, как это называлось. Тебе нужно было выучить весь этот сленг, жаргон. Если ты его не знал, то тебя сразу же начинали булить, и поэтому... Ну, а то, что человек с инвалидностью, все равно было? Это вообще было фиолетово. То есть, если меня назвали бы «Эй, ты без рук», это было бы самое наименьшее зло, которое можно было мне сделать, потому что вокруг тебя творился такой трэш. Не было ни одной спортивно-детской площадки, где негде было играть. И чем ты занимался? Я лазил по гаражам. Ну, мы все делали. Прыгал в труб. По заброшенным заводам, срезал алюминий из труб, чтобы сдать его на первый свой шоколад. Дома с привидениями, заброшенные дома. Ну да, ну это прям какой-то тоже изи. Вот трубы и завод заброшенный, вот это, конечно, уже хардкор. А в спорт как ты пришел? В спорт я пришел таким образом, что в какой-то момент срезание алюминия с труб и гуляние по заводам надоело. Я понял, что рядом со мной есть спортивный стадион, на котором я могу попробовать все возможные виды спорта. И что ты начал? Я начал с конькобежного спорта. Серьезно? Да. Прикол. А дальше что было? Дальше был баскетбол. Мне было интересно вообще с 1,5 руками. А как тебя взяли? Как меня взяли? Но тренер Ну, по ты приходишь баскетболу... такой, я хочу заниматься баскетболом. И тренер такой, Вот примерно так, чем? Вот так примерно и было, но нужно дать ему должное. Он был максимально инклюзивный, несмотря на то, что были начало 90-х. Ну, может, тогда был расцвет паралимпийского спорта, нет? На 90-е. Мне Ну, кажется, ладно. нет. Мне тоже Нет. кажется, нет. Но он дал мне шанс. Через 2 месяца научился играть. Понял, что это возможно. Бросил баскетбол, потому что повредил мизинец. И понял, что так, теперь у меня осталось 4 пальца, и я больше не могу рисковать. Поэтому я не иду в триатлон. Друзья, еще раз привет. Мы прямо сейчас находимся на одной из центральных площадей города Москвы, чтобы узнать у жителей города и гостей, чтобы они в себе поменяли. Вот у вас есть любая технология, и что бы вы хотели? Вот я бы хотел себе флешку с разными зданиями, чтобы вот готовишься к интервью, вставил ее себе, и ты знаешь все, ну не знаю, там про вино, про еду, про нефтянку, про строительство фонтанов и мостов, например. А что бы ты хотел себе поменять? Я хотел бы себе прямую связь с нейросетью, например, GPT-чатом, чтобы отправлять ему любой вопрос. Он мне транслирует прямо в мозг все ответы из интернета. Ребят, привет. Можно вам вопрос задать? Очень простой. Представьте, что в мире созданы куча разных технологий, и что бы вы хотели в себе поменять?
какую-нибудь сверхспособность или какой-нибудь классный гаджет заиметь? Я бы хотела бы, чтобы видеть будущее. О, ты не боишься? Нет. А ты что бы хотел поменять? Летать на паутине. Как Человек-паук? Да. Я бы хотела уметь летать. О, прикольно. Да, чтобы быстрее долетать до работы и куда-нибудь. Без пробок и вообще куда-нибудь на отдых. Мне бы, наверное, интересно было посмотреть, если бы человек мог не спать, как бы он существовал и проводил свои Как дни. это в мутабор иди, там узнаешь, что ты. Как человек выглядит, когда не спит. Классный психологический сделаешь себе чип, чтобы не спать, и ты работаешь 24 на 7. Да. И зарабатываешь Я бы, больше. знаешь, что бы сделал? Я бы сделал бы чип, который структурирует твои сны. Это как ты хочешь. Типа, ты сначала программируешь, что ты плюс-минус хочешь, и что-то ты приятное, как может, будто бы да? в астрале, типа, в осознанном. Ну, это прям классно. Было бы круто. Ну что, мы провели такой небольшой опрос, и он меня очень сильно вдохновил и показал, что люди все-таки Включает фантазию. включают фантазию и хотят как-то поменяться, что-то изменить в себе. Илья, расскажи мне про свой первый протез. Он очень легкий Он очень легкий. и нефункциональный. И нефункциональный, и выглядит крипово. Мой первый протез примерно выглядел так же, только он был более такого серого-зеленого цвета. Он вообще не подходил мне по оттенку, и мне было 5 лет, и была такая маленькая детская ручка. И Но это не детская, это Ну, это уже взрослая. взрослая, про него типа позже расскажу. Мне дали этот протез, и я с ним целый день бегал по двору, пугал мальчишек, потому что не можно так классно загибать пальцы, это так всех веселило. Вот. А вечером пришел папа и увидел следующую картину, что я пытаюсь застегнуть пижаму, ну, пуговицы, и я не могу с ним застегнуть. То есть без протеза я с этим легко справляюсь, мелкая моторика, а с протезом не могу. И он подошел, говорит: вау, классно, что за штука, дай посмотреть. Я как наивный ребенок ему дал посмотреть. Он его так взял, повертел, говорит: да, классно. Нашел дождь, было открыто окно, он так взял его туда и выкинул. И вот он целый час сидел возле окошка, наблюдал, как прохожие шарахаются. Они же не понимают, что это протез, а не рука. А сколько он стоит? Но он порядка 100 тысяч стоит. Да, ты будешь смеяться, вот эта штука. Вот А этот? этот стоит 150. То есть они плюс-минус где-то в одной ценовой категории, только у этого есть функции, дизайн, ты с ним можешь плавать, взаимодействовать с экраном телефонов. А для чего мы рисуем? Для благотворительного вечера, который пройдет в воскресенье, называется «Фонд «Люди будущего». Там собирают деньги на протезирование детей и взрослых. А ты пишешь какой рукой? Я буду стараться сегодня и киберрукой, и аналоговой рукой, и двумя руками. Илья, расскажи мне, почему ты называешь себя киборг? Мы столкнулись с проблемой, что люди, кто родился без рук, без ног или потерял конечность в течение жизни, почему-то не используют протезы. Потому что, скорее всего, они про них не знают, и информация не проникает. И нужно было менять вот это вот вокруг всего протезирования, менять верхнеуровневые ассоциации. И мы придумали такую историю, что быть инвалидом не классно, становись киборгом. Почему-то все люди, кто сейчас становится популярным на фоне протезирования, использования протезов, почти все относятся к каким-то творческим профессиям. Либо это модели, либо это маркетологи, либо это художники, либо это ведущие, не знаю, артисты, музыканты. Ты занимался тестированием протезов. Ну а в чем заключалась суть твоя? Вот что ты делал конкретно? Тебе выдают, не знаю, протез руки или ноги, и тебе нужно по факту просто пожить с ним какое-то продолжительное количество времени и постараться им сделать абсолютно все. Не знаю, там, подержать кисточку, есть, готовить, приносить различные предметы. То есть ты максимально даешь обратную связь для того, чтобы это устройство сделать лучше. И это очень классная работа, потому что я не знаю, как, например, крутить там шестеренки и делать 3D-модели, но я могу максимально влиять на то, каким протез будет в будущем. Ну и что благодаря тебе поменялось? Вот, например, что появилось? Вот у меня, к сожалению, нету самого первого моего протеза, который я получил. Если сравнить так два протеза, то там будет порядка более 50 изменений, что изменилось вот в руках за последние 4 года и обратной связи. Добавили фиксацию, сделали абсолютно новые пальцы. Теперь здесь металл, а раньше там был пластик. Сделали тачскрин пальцы, форму пальцев поменяли. Сделали
противоскользящие площадки, изменили арку. Это тоже это была моя идея, что нужно отрезать одну половину арки, потому что раньше она вот так крепилась, и ты мог делать только вот так, то есть микродвижения не было. Я говорю, ребят, давайте отпилим арку. То есть многие люди, которые сейчас носят протезы, должны сказать тебе спасибо? Да, но не только мне, а всей команде. А вы-то хоть снимаете? Куда ты? Ну, Да, давай. Все, Супер. ты готов? Да. Я последние 4 года занимаюсь популяризацией инклюзивности в России. Я выпускаю различные ролики, рассказываю про технологии, как они меняют жизнь. Вот мою жизнь точно технологии изменили. Все благодаря протезу я почувствовал себя новым человеком, и это позволило мне раскрыться и помогать другим людям тоже раскрываться. Просто действуйте, идите вперед и никогда не сдавайтесь. Спасибо вам. Илья, одно из своих увлечений — это фотография, и ты даже протез получил, чтобы стать фотографом, чтобы удобнее было держать. Вот сейчас ты получил одну из наград. И на минуточку моя фотография на обложке. «Красота в несовершенстве» номинация. Да. Что за фотография? Кто там изображен? На фотографии изображена Виктория Рогачкова. Это кибермодель. Она одна из первых, кто получил... увидели. Все. Нет, я буду показывать. Она одна из первых, кто получил протез в самых вот ранних разработках моторики. И какое-то время мы делали различные фотопроекты. И вот одна из фотографий попала сегодня на фотовыставку и стала обложкой. Ну, смотрите, такой многогранный человечек получается. Ну, ты да. и фотограф, и музыкант, и блогер. То есть мы, люди с инвалидностью, можем заниматься абсолютно всем. Вообще. Главное желание... Вообще, главное желание. Вот я сейчас И сказал на что-то речь, что делать главное желание хорошее. и просто попробовать, сделать попытку. Если тебе что-то хочется, иди, пробуй, делай. Ну, кто-то может сказать, ну, вы там в Москве, вам просто и легко. Да, в Москве, я из Хабаровска. Алло, привет. Я из Добрый Хабаровска. И в Хабаровске я тоже был довольно успешным человеком, занимался спортом, занимался также музыкой, выступал на различных фестивалях, городских мероприятиях. То есть у меня была мечта петь, и я шел ее реализовывал любыми возможностями, которые только были. А если у меня не получалось, то такое было, что не получалось. Я не с первого раза попал в музыкальную студию, с 3-го раза. Потом 2 года я ее портил своим голосом, потому что не мог петь. Но в итоге все равно дошел до конечной цели. Друзья, мы приехали на одну из репетиционных баз Москвы, чтобы посмотреть, как Илья репетирует. Да, он поет. Это первый киборг, человек с инвалидностью, ну, так он, во всяком случае, заявляет, который поет. У него есть своя группа, и репетиция в самом разгаре. Давайте заглянем и посмотрим. Опа! Ну, здравствуйте еще раз. Привет. А что это движения такие? Это на нули. Давай честно скажем, что протез показать. И в том числе, да. Ну, расскажи, зачем тебе группа, для чего это? Для чего мне группа? Для того, чтобы через смыслы и музыку доносить до общественности о том, что люди-киборги есть, они могут выглядеть классно. И самое главное, что ITX — это площадка для любого человека, кто хочет проявить свое творчество, и без разницы... Это сколько ITX, это что, это группа? Да, это ITX — это Илья, Тани и международный знак коллаборации X. ITX, что-то еще. То есть, например, сейчас ты сюда встанешь, и будет у нас ITX Дмитрий. Может быть, мы попробуем с помощью какой-то нейросети написать какой-нибудь текст? А у меня есть заготовка своя, но, может быть, мы попросим нейросеть что-то нам... Давай. Хорошо. Так, давайте каждый по слову. Ну, давай, протез ноги. Ты очень оригинален, Дим. Ну, а что вижу, что пою? А от меня будет тогда киборг. Киборг, ты. Ты сегодня любим. Ты сегодня любим. И вот я вижу, продюсер говорит, кто тут слабый. Ну, так программа называется.
Протест ноги. Протест ноги, Шаг за шагом вперед. Сердце остальное бьется, несмотря... Кто тут слабый? Нет, мы не знаем этот страх. Мы идем вперед, никогда не сдаемся. Протест ноги, киборг мечты, сила любви, сила внутри. Мы идем вперед и никогда не сдаемся. Все, друзья, ну что ж, я поздравляю. Спасибо, коллега. Хит, авторские права, зайдите в редакцию. Спасибо большое. А теперь я хотел бы, чтобы вы спели свою композицию какую-нибудь, свой трек. Свой трек. А мы просто насладимся, и я, когда вы будете петь, незаметно так вас покину, чтобы вы продолжили ваш репетицион. Хочешь без любви, ищи себе, пожалуйста, больше не больно.